Да, досадно, конечно, но я не могу зажечь. Похоже, эти спички отсырели. Не может быть. Как только заморосил дождь, я взяла коробок в лапы. Полагаю, что этот коробок ранее хранился где-то в сыром месте. Ты же видишь, сера даже не вспыхивает. Ой, говорили же вам, спички детям не игрушки. Покупайте зажигалки. Эй, а ты чего молчал-то, а? Так а вы же не спрашивали. Так откуда мы должны были знать? Беляш, судя по тоннам книг, которые ты читаешь, вообще все должен знать. Как у тебя башка не взорвалась? Да при чем здесь... Ой, смотрите, дымок, кажись, загорается. Да а чё сидишь, рот разинула? Давай помогай раздувай. Черный, ты что дерзишь-то? Какая муха тебя укусила? ЦЦ. Вообще-то в данном регионе они не водятся. Зато в его рюкзаке забрендившее молоко водится, которое он по пути пытался втихушку дважды пригубить. И ты его одергивала, верно? Да, а то налокался бы и никаких тебе костерных историй. Ну теперь все ясно. Да чай там, я тебе говорю. Погода, видишь, какая мерзкая. Просто хотел пару капель для сугрева, как говорится, принять. Рыжая, да пусть выпьет. Может, подобреет, а то вон нахохлился, как петух. Эй, сам ты петух. Да мне-то чё, пусть делает, что хочет. Просто перед ребятами за него стыдно. Вот это я понимаю. А чё стыдно-то? Как будто чужие тут собрались. Катаны, они вообще, ребята, вот такие вот, да. Да и тем более я чуть-чуть. Для сугрева, так сказать. Ну хорош, присосался. А чё тебе оставить? Фи, я эту мерзость пить не стану. Вот, рыжая, держи. Я для тебя горячее молоко с какао сделал. Ой, спасибо, беленький. Считал, что этот напиток очень полезен для мозга. Особенно, когда его нет. Так, я что-то не поняла. Это ты в мой адрес? Да нет, ты чё? Это я так, что-то не подумавши брякнул. Беляк, а ты говоришь, какую-то жуткую страшную историю рассказать хотел, да? Да я бы не сказал, что она страшная. Больше смахивает на нечто, не укладывающееся в рамки современной науки. И скажу вам, звучит это все очень правдоподобно. Рыжая, бахни глоточек, а? Да иди ты, слушай давай. Ага, все, трансформируюсь в ухо. Я ухо. Этот случай произошел в 1969 году в Кемеровской области. Если кто-то не знал, это Сибирь, а конкретно Тисульский район, деревня Ржавчик. Ржавчик. Цыц ты, этому лишь бы поржать. Продолжай, беленький. В том месте добывали уголь, и вот однажды на глубине в 70 метров шахтер Карнаухов обнаружил саркофаг из мрамора. Тут же все работы остановили. Тяжелую находку подняли на поверхность. Из-за контакта с воздухом и солнечными лучами мастика, которой было замазано место стыка крышки и самого гроба, превратилась в прозрачную голубоватую жидкость и стала стекать на землю. Друг Карнаухова, шахтер Куницын, даже решился попробовать эту субстанцию на вкус. Макнув палец и облизнув его, Куницын заявил: жидкость абсолютно безвкусна. Правда, забегая вперед, скажу, примерно через неделю Куницын сошел с ума и лег в психиатрическую клинику, где при весьма загадочных обстоятельствах скончался через пару месяцев. Но думаю, загадки в этом нет. К концу истории сами все поймете. В общем, когда открыли крышку саркофага, то он оказался до краев наполнен той же самой прозрачно-голубоватой жидкостью. Толпа зевак, окружившая находку, лицезрела в этой прозрачной субстанции тело женщины. Довольно высокой женщины, по рассказам очевидцев, порядка 1 метра 90 сантиметров. Она была стройная и красивая. Вот тут можно и поподробнее. На вид ей было лет 30, одета была в белое кружевное платье, а на лице с европейскими чертами красовались широко раскрытые голубые глаза. Помимо тела в саркофаге находилась непонятная черная коробочка. В коллективе зевак созрела идея вылить жидкость и изучить находку поподробнее. Принесли тазы, ведра и принялись вычерпывать прозрачную субстанцию. Как только жидкости поубавилось и начало показываться тело, эту работу тут же прекратили, так как при контакте с воздухом кожа девушки начала чернеть. Было принято решение вернуть субстанцию обратно. Что со всем этим делать, никто не знал, поэтому начальник участка сообщил о находке начальству, те в свою очередь в музей. Кто там кому звонил потом, мне неизвестно, но уже к вечеру в деревню нахлынули пожарные, милиция и, конечно, военные. Место раскопок оцепили, а деревенских разогнали по домам. Кстати, саркофаг простоял до самого вечера, а вы знаете, как быстро работает сарафанное радио? Это
я к тому, что посмотреть на находку прибегала вся деревня, то есть все это реальные свидетели. В общем, ближе к ночи прилетел грузовой вертолет, находку шахтеров погрузили на борт и отправили в Новосибирск. Размеренная деревенская жизнь вернулась в свое русло, об этом случае стали забывать. Но вот примерно через месяц в Ржавчик приехал профессор. Он жаждал попасть в то место, где был найден саркофаг. Естественно, шахтеры его туда не пустили, потому что военные велели опечатать место раскопок и никого не пускать. Тогда профессор стал маниакально привязываться к жителям деревни, расспрашивать, как все было и кто что видел. При этом он все подробненько конспектировал в блокноте. На встречные вопросы жителей профессор охотно отвечал и все твердил, что он скоро станет известным, что он на пороге открытия, что все это перевернет научный мир. Если сложить все его ответы, вырисовывается следующая картина. Тисульской принцессе, именно так окрестили находку деревенские, 800 миллионов лет. По крайней мере, так показало углеродное датирование. Назвать ее мумией не поворачивается язык. Она была как бы забальзамирована и пребывала в состоянии анабиоза. Иначе невозможно объяснить тот факт, что ее длинные волосы большей частью распущены, а вот в конце заплетены в косу. То есть, когда она попала в гроб, ее волосы были заплетены в косу полностью. А так как анабиоз есть жизнь, хотя и с очень медленным метаболизмом, ее волосы отросли. Интересен еще тот факт, что состав ее платья ученым понять так и не удалось. Впрочем, как и состав жидкости, в которой она лежала. А вот насчет коробочки профессор говорил, что изучение еще ведется. Буквально через несколько дней все эти слова профессора попали в местную газетенку. И вот тут началось. Деревню оцепили военные, запретили въезд-выезд. Солдаты обходили дома и изымали номера той самой газеты. Естественно, профессора скрутили и куда-то увезли. Потом стали то пропадать, то погибать те люди, которые были непосредственно причастны к обнаружению и извлечению находки. Так, буквально за пару месяцев сгинула бригада шахтеров, а жители деревни пребывали в таком страхе, что если даже кто-то что-то знал, то боялся об этом пикнуть. Естественно, о дальнейшей судьбе Тисульской принцессы ничего не известно. Не понял что-то. Ты сказал, в конце понятно станет про Курицына. Какого еще Курицына? Ну, этот, который кореш Кривоухова. Ой, ты чё тормозишь-то? Куницына военные того, чтобы не болтал правду. А, ну понятно. А вот мне на самом деле многое в этой истории непонятно. Что ты имеешь в виду? Да не пойму, как же так ученые не могут распознать состав материалов ткани? Что за жидкость такая, не поддающаяся химическому анализу? И в конце концов, что за черная коробочка лежала у ее изголовья? Да что тут гадать? Летели мимо Земли на Шапотяне. Корабль тряхануло на воздушной яме. Одна капсуля, законсервированная Инопришеленкой, выпала. Воткнулась в землю, обросла углем. Все. Интересная, конечно, теория. Рыжая, а ты что думаешь? Есть какие-то версии? Ну, если так подумать, то эта принцесса вполне могла быть представительницей какой-то давно сгинувшей древней цивилизации. Возможно, их высокоразвитый мир был на грани вымирания, и последняя представительница той цивилизации таким вот образом была сохранена, чтобы когда-то возродить жизнь на планете. Своего рода Ева. Выходит, где-то должен быть Адам. Возможно, его и пытался найти тот профессор. А вот тут неувязочка, конечно, получается. Если они раньше жили на Земле, почему тогда не могут определить одежду? И это из чего она там сделана? Верно. Я считаю, этот аргумент можно урезонить тем фактом, что раньше на планете произрастали другие растения, из которых и была сделана эта одежда. Ну так-то да. А ты-то сам что думаешь? Кем могла быть эта красивая барышня? Знаешь, а я, пожалуй, воздержусь. Слишком мало фактов. Но вот мнение других я бы послушал. А, ребята, что скажете? Есть идеи по поводу этой находки? Если таковые имеются, буду рад почитать их в комментариях под этим видео. Рыжая, а подкинь дровишек, а? Какие тебе дровишки? Весь лес мокрый. Вон, этих, что до дождя насобирали, еще на 2 истории как минимум хватит. Да не, это я так. Ну что, какую ты там страшилку расскажешь? Не-не-не, давай-ка сейчас лучше ты. А то, чувствую, твое чуть-чуть для сугрева скоро наружу попросится. Ага, опять сочиняешь ерунду всякую. Я, между прочим, вообще никогда не форшмачу. Ну-ну. Кто на прошлой неделе всю Муркину днюху испортил? Ой, начала опять, а? Мурка твоя помоечница тухлыми мышами всех угощала. Вот и скрутила немножко. Ага, еле все скрутила тебя. Я, кстати, тоже после этого застолья неважно себя чувствовал. Во-во, слушай, что тебе умные коты говорят. Ладно, загундел. Какую страшилку будешь рассказывать?
Страшную, блин. Такую, что у тебя живот замутит и испугаешься и спать не будешь. Ну, короче, слушайте. Это история про жуткого лесного монстра, наводившего на людей страх и панику на протяжении 3 лет, начиная с 1764 года и заканчивая 1767. Это чудовище напало в общей сложности на 250 человек, 119 умерли. Впервые об этой твари заговорили 1 июня 1764. В тот день молодая девушка из городка Лингоня пасла свое стадо в районе леса Меркуар. Внезапно из густого леса выскочило нечто, что очень отдаленно напоминало волка. Чудовище повалило девчушку и уже было готово разорвать ее в клочья. Но племенные быки из стада, видя опасность для своего потомства, прогнали монстра обратно в лес. «Адский лесной пес!» – орала она тогда на всю улицу своей деревни. Естественно, все подумали, что ей напекло голову, и никто не поверил. А зря. Через несколько недель графство Живодан, что во Франции, погрузилось в кровавый кошмар, легенда о котором пережила столетия. А сам живоданский зверь стал всемирно известен и, безусловно, стал классикой городских легенд. А, я понял. Ты про живоданского зверя, так я читал эту легенду. Очень заезженная она. Может, что-то другое? А я вот впервые слышу. Мне интересно. Не знаю, Беляк, что читал ты. Скажу лишь, что я изучил эту тему очень и очень подробно. Очень много источников задействовал. Поэтому считаю, что эта легенда про заезженного в кавычках монстра для многих заиграет новыми красками. Плюс я уверен, многие о нем вообще впервые слышат. Да, Черный, ты прав. Что-то как-то эгоистично я себя повел. Простите, ребят, продолжай. Можно, да? Ну хватит прикалываться. Рассказывай. Прежде чем продолжить, хочу сказать следующее. Представьте себе хищника, похожего на волка. Здоровенная грудь, вытянутая морда, как у борзой, с непропорционально гигантскими зубищами. Когти на лапах, словно вилы. Что-то я загнул. Прикиньте эту картину, а? Ладно. Короче, вы поняли, что махина там была ой-ой-ой. В общем, рвала на людей, как вы свои трусы от скримеров. Мясо и кровище было будь здоров. И вот конкретно этот момент я буду опускать. А то YouTube а-та-та сделает. Да и вам тоже лишний раз психику травмировать. Или то, что мертвого умереть не может. Ладно, мясные подробности опущу, но вы о них помните. Короче, 13 июня 1764 года появилась первая официальная жертва живоданского зверя. Ею стала 14-летняя Жанна Буле. Точнее, ошметки, которые от нее остались. Через 2 месяца, в августе, с чудовищем повстречались 2 ребятишек. В сентябре на клочья разлетелись уже сразу 5 детей. От такой подачи все графство охватила паника. После захода солнца все двери запирались, и на улицу уже никто не выходил. К началу 65-го года волчара обнаглел в край. Уже каждый день жители находили ошметки своих бывших односельчан. Чудовищу стало мало места, и похожие случаи стали фиксировать в соседних графствах. Так, в январе 1765-го возле деревни Вилларе местные пацаны пасли козлов. Неожиданно из оврага на них выскочил тот самый свирепый монстр. Ясное дело, мальчишки кинулись кто куда, но вот самый мелкий и нерасторопный угодил в пасть адскому псу. Но вот случилось нечто невообразимое. 13-летний Жак Портфе, включив режим берсерка, стал неистово орать и швырять в зверя камни. Пес замешкал и в итоге ретировался в кусты. Кстати, малой выжил, правда потерял полбачка. Но ничего, бабки-повитухи сказали, что до свадьбы заживет. Невероятная история, и самоотверженность Жака Портфе так завирусилась, что аж дошла до Людовика XV, короля Франции. Он очень щедро наградил пацана, а поимку живоданского зверя обозначил как дело государственной важности. В июне месяце в Живодан прибыл Франсуа Антуан де Бутерн, по меркам того времени очень лютый охотник.
Естественно, прибыл не один. Помощники, загонщики, ну и куча обученных собак. За 3 месяца де Ботерн уничтожил 1000 волков, но живоданского зверя среди них не было. И только 20 сентября в районе церкви Шас собакам удалось выгнать из кустов здоровенного адского пса. Чудовище ринулось на де Ботерна, и тот вскинул свою аркебузу. Но это такое ружье на штативе. Понадобилось 3 выстрела, причем последний в упор, чтобы угомонить живоданского зверя. Волк был реально кабан, в длину 1,7 метра, в высоту 80 сантиметров, а весил почти под 100. Охотник неистово радовался, и на этих щах вперед себя послал королю голубя с письмом. «Мой король, такого гигантского волка за все свои 30 лет охоты я не встречал. Уверяю, живоданский зверь повержен». Тушу чудовища обработали и сделали из него чучело, которое направили Людовику XV. Франсуа Антуан де Ботерн получил много денег и вечную славу героя. Наступило затишье. Естественно, временно. 2 декабря 1765 в районе Сент-Мари 2 пареньков 14 и 7 лет потеряли головы. Былой страх вернулся в сердца жителей графства Живодан. Зверства продолжились с еще большим размахом, чем прежде. Выжившие твердили, что это был волк невиданных размеров. Не выдержав этой вакханалии, местный землевладелец призвал всех, кто только мог дать отпор, объединиться и завалить уже наконец эту тварь. Откликнулось около 300 спартанцев, среди которых был дворянин по фамилии Шесте. 59-летний мужчина был очень набожный и, мягко сказать, странноватый. Мало с кем общался, вел вместе со своими сыновьями отшельнический образ жизни. А в день охоты многие свидетели видели, как Шестель заряжал свое ружье необычными пулями, серебряными. Охота началась ранним утром. Те, кто был в отряде Шестеля, говорили, что как только тот прочел молитву и закрыл Библию, из кустов в их сторону вышел гигантских размеров волк и не спеша двинулся в сторону Шестеля, который, в свою очередь, без каких-либо эмоций, неспешно достал ружье и сразил людоеда одним единственным четким выстрелом. Зверь, как 2 капли воды, походил на того, что ранее завалил де Ботерн. Правда, был в размерах чуть меньше и немного отличался. Человек, который делал опись для властей, в своих записях написал следующее. Чудовище принадлежало к разряду еще невиданных особей. Рыжая шерсть с черной полосой вдоль хребта, свиная голова с огромной пастью. Как и в прошлый раз, из туши сделали чучело и отправили королю. Но сделали настолько плохо, что когда сей экспонат привезли Людовикову, того чуть не вырвало, и он приказал выкинуть эту дрянь на свалку. Меж тем, жуткие нападения в графстве Живодан прекратились. Но вот череда этих событий обросла невероятным количеством слухов и баек, что и не счесть. Но они нам не интересны. Хотелось бы мне заострить ваше внимание на Шестеля, точнее на его сыне Антуане Шестеля, здоровенном детине, с томным взглядом и явно с садистскими наклонностями, которые подмечали местные жители еще тогда, когда этот парень был помладше. Покопавшись в архивах, исследователи нарыли на этого персонажа довольно интересные сведения. В период лютования живоданского зверя Антуан Шестель работал лесничим, практически ни с кем не общался. Ранее он служил во флоте и попадал в плен к африканским пиратам, от которых успешно сбежал и долгое время бродил незнамо где. Во Франции он появился вместе с бродячим цирком в качестве отважного и бесстрашного укротителя диких зверей. И вот тут появилась версия, что Антуан вполне мог быть хозяином тех самых, как вы уже поняли, 2 живоданских зверей. В дебрях какого леса он их поймал или, может, воспитал с младенчества, никому не известно. Но версия вполне правдоподобная. Вот только, знаете, не дает покоя несколько простых вопросов. Почему после убийства 2-го зверя Антуан Шестель бесследно исчез? И еще, почему Шестель-старший так легко одолел могучего зверя, при этом не повел ни одной жилкой, будто видел такое не первый раз?
Да, действительно, таких подробностей я не слышал. По сути, есть над чем подумать. Но вот если под конец ты пытался увести в сторону человека-оборотня, то заявляю, это все бредни. Воспитал какого-то неизвестного лютого зверя, возможно, но оборотень нет. Просто чисто биологически человек не может мутировать в животное. Да может. С чего такая уверенность? Да вон возле нашего подвала теплотрасса проходит. Да вы видели там местную бригаду? Так на них живого места нету. Давным-давно все человеческое потеряли. Ты бы со своим чаем крепким тоже завязывал, а то скоро к ним присоединишься. Да ну я-то чуть-чуть и редко, а они вообще не просыхают. Когда-то и они говорили так же. Ой, собрались, блин, зануды, а? Пойду ненадолго, коня привяжу. Ты пока начинай, рыжий, начинай. Какой еще конь? Что, совсем уже того? Да в тубзик я. Сейчас приду. Ну ладно. Сегодня я расскажу одну из самых популярных городских легенд Венесуэлы, основанную частично на реальных событиях, частично на слухах. Итак, 1997 год. Венесуэльский город Рубио, состоящий как бы из двух частей, старой и новой. Семья, с которой приключилась эта легенда, проживала в старой части города. Кстати, уже в наши дни люди отмечают, что там творятся очень странные дела. Но это я что-то отвлеклась. В общем, 97-й год. Семья Мендес, очень большая семья, проживала в своем фамильном особняке в старой части Рубио. Дом был исполнен в колониальном стиле и имел внутренний двор с открытым небом. Семья очень часто любила там отдыхать. Среди взрослых членов семьи оставался один холостяк. Его звали Хуан. Хороший парень, со слов горожан, который стал ухаживать за молоденькой 20-летней девушкой. Семья была уверена, скоро и Хуан станет семьянином. Но вот у парня были другие взгляды на этот счет. Он плевать хотел на вековые традиции и склонял девушку к близости, обещая жениться потом, попозже. Она была просто поражена наглостью и непристойными предложениями своего суженого, но послать его не могла. Уж очень она была в него влюблена. Чтобы понимали, в те времена в Венесуэле, если кто-то бы узнал о добрачных отношениях, женщину бы ждал пожизненный позор, порицание общества, и, как следствие, замуж бы ее никто никогда не взял. Хуан был очень напорист и даже пригрозил расстаться с девушкой. И она, не выдержав, бросилась в его объятия. Жаркие ночи длились на протяжении нескольких недель, совместно с завтраками о будущей женитьбе, а затем эти ночи стали остывать. В итоге парень и вовсе начал избегать свою избранницу и стал оказывать знаки внимания другой. Сердце девушки обуяла злоба и дикая жажда мести. Теперь целью всей ее жизни стала мечта о жуткой мести Хуану Мендесу. Она предалась изучению темного ремесла, не побоявшись пожертвовать свое здоровье, психику и даже душу. Долгие месяцы изучения темных искусств превратили некогда милую и добрую девушку в жуткую бруху, аналог нашей ведьмы. Ах, да, Катаны, забыла еще сказать. Тут и дело еще в том, что у девушки в роду была бабушка, которая тоже была брухой. О своих задатках девочка знала, но всячески скрывала и подавляла в себе все начинания. Но жажда мести была настолько сильна, что ее темные таланты раскрылись в полной мере. Однажды Хуан, как обычно, пришел поздней ночью от очередной пассии. Тихонько пробрался в свою комнату, чтобы не разбудить семью, и довольный улегся спать. Через несколько минут на крыше особняка раздались жуткие звуки скрежета, а в открытые окна повеяло гнилью. Звуки были настолько громкими, что на внутренний дворик выбежала вся семья. Естественно, они ожидали увидеть какого-то зверя, но перед ними предстала очень мерзкая тварь. Вот как описывали существо свидетели. На краю крыши, нависая над внутренним двориком, восседал гигантский стервятник с пышным оперением. Но это была необычная птица. У нее были огромные когти не только на лапах, но и на концах крыльев. А там, где должна была быть птичья голова,
находилась голова человека. На лице ее можно было различить птичий клюв, но в остальном это были узнаваемые черты той девушки, которую жестоко обманул Хуан. В страхе испуганная семья разбежалась по своим комнатам и заперла все двери и окна на засовы. Все, что им оставалось делать, это только молиться. Молиться до самого утра. Именно тогда загадочное существо покинуло особняк и скрылось за горизонтом. Днем состоялся очень серьезный разговор семьи с Хуаном. Дело в том, что многие его сестры видели обиженную невесту и знали, как поступил с ней их брат. И этой ночью они отчетливо распознали в чертах монстра ту некогда милую девушку. Семья была уверена, что существо мстит, и это только начало. И правда, каждый раз, когда Хуан ходил по бабам, жуткая птица не давала покоя всей семье. Тем же, кто осмеливался выйти или открыть окно, приходилось слышать дикий птичий визг и пикировавшее в их сторону жуткое существо. В семье нарастало напряжение, начались скандалы. Хуан прекратил свои любовные приключения, но монстр все равно не оставлял семью Мендесов в покое. Тогда было решено обратиться за помощью к священнику, который, выслушав историю Хуана, естественно, поругал его за содеянное с девушкой, но все же отпустил грехи и дал ему освященные четки. Он повелел повесить их на двери, а кровлю окропить святой водой. Хуан выполнил все в точности, как сказал священник. Опустилось солнце, и крылатое исчадие ада снова прилетело к особняку, но сесть на крышу уже не смогло. Какая-то неведомая сила не давала ей это сделать. Тогда семейство решило проверить и четки. Открыв дверь, на которой висел священный артефакт, они спровоцировали существо на пикирование и в нужный момент ее захлопнули. Крылатый монстр уже было выставил гигантские когти для удара в дверь, но, будто врезавшись в невидимую преграду, отлетел на каменный пол двора. Истошно закричав, птица снова взмыла в небо и, продолжая дико орать, стала кружить до самого утра. Все то же самое повторялось несколько дней подряд, и тогда Хуан решил обратиться к другой, более сильной брухе, что, по слухам, жила в горах. Найти ее логово было очень сложно, но парню все же удалось это сделать. Посулив огромное состояние, Хуану таки удалось уболтать старуху снять заклятие с их семьи. Для этого ей понадобилось перо жуткой птицы, коих во дворе было навалом, и бутылку самого дорогого вина в Рубио. Почитав христианские молитвы задом наперед, ведьма помакала перо в бутылку и предложила юноше выпить бокал. Следующей ночью злая бруха вновь прилетела в особняк, но, увидев подвешенное к двери перо, камнем упала во двор. Когда семья приоткрыла дверь, то в куче перьев они увидели ту самую девушку, с которой некогда дружил Хуан. Она была полностью обнажена и неистово рассержена. Но ничего, кроме как злиться и браниться, она не могла. Ее колдовские силы исчезли. Теперь она была простым человеком. На протяжении нескольких недель эта девушка приходила к стенам особняка, сыпала проклятия и кидала камни. Со временем все поутихло. Девушка превратилась в бродяжку и городскую сумасшедшую. Хуан, в свою очередь, нагулялся и обзавелся женой. Все, конец. Странная какая-то легенда. А где мораль? Почему это у злодея, который довел невинную девушку до такого состояния, в конце все сложилось хорошо? Да, согласна. Посыл легенды какой-то странный. Но вот знаешь, Белый, может, это вовсе не легенда, а реальный случай из жизни. А как ты знаешь, жизнь зачастую штука несправедливая. Как считаешь, Черный? Черный? Черный! Белый, он что, так и не приходил? Ой, и правда. А я что-то заслушался. Время-то уже прошло. Нужно срочно его искать. Вдруг беда или какой-то зверь. Живоданский! О нет, черненький! Черный!
Черный! Да чё разорались? Иду я, иду. Ох, хвала усам. Я уж думала, тебя монстры скрутили. Да какие, блин, монстры, в говно наступил. Пришлось на ручей эти лапу мыть. Вам лишь бы поржать. Лучше бы помогли вычислить этого наглеца, что на тропе мину оставил. На белой лапу нюхни мою. Фу, ты чё? А вы, мадам, не хотите ли помочь товарищу в нелегком деле, а? Не-не, я пас. Не, ну тут как бы то ли лось, то ли медведь. Не, лось точно, ну козел, блин, а? Ладно, что, пойдемте домой, там с мылом надо это все мыть. Так, попахивай. Пока, катаны. Пока, катанчики. Ой, что-то пахануло так нехорошо. Смейся. А я завтра этому лосю-козлу такую кала-атаку устрою. Ух, он у меня. Да чё вошкаетесь, пошли быстрее, воняет уже. Воняет жуть. Ребята, пока. Не забудьте поддержать нашу посиделку лайком и обязательно поделитесь этим видео с друзьями. У меня скоро новый ролик на канале, не забудьте забежать. Думаю, будет что обсудить.